Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю весь процесс приготовления именно классического, большого, очень вот такого шикарного бисквита, который не опадает, без разрыхлителя, ручным миксером будем его взбивать. Буду показывать, как его правильно нарезать, как его правильно заморозить, как его потом правильно разморозить. То есть весь процесс буду показывать пошагово и очень подробно, чтобы у вас все сразу с первого раза получилось. Итак, разрежу вот на таких 6 шикарных коржей вот этот бисквит. Бисквит огромный, 26 сантиметров в диаметре буду готовить. Бисквит сразу получается, как я уже сказала, за короткий период взбивания обычным ручным миксером маломощным. Для этого я сейчас разделяю 12 яиц среднего размера, весом без скорлупы яйца примерно по 50 грамм. Разделяю их на желтки и белки. Вот это сделать важно, потому что взбивать будем ручным миксером, даже если в планетарном миксере. Я все равно советую на всякий случай разделять яйца, если вы хотите сэкономить время и если вы хотите, чтобы ваш планетарный миксер послужил подольше. Я добавила туда 24 грамма ванильного сахара и взбиваю эту всю смесь примерно 1 минуту. И сразу добавляю туда сахар. От 420 грамм от полной порции сахара примерно половину. И повзбивала минуту. По прошествии минуты я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. Все это я взбиваю еще примерно 3 минуты. Вот такая белковая масса у меня получается, слегка подрагивающие пики у меренги. Вот здесь очень важный момент. Меренга не должна быть перевзбита, то есть белок не должен превратиться в губку, а пики слегка подрагивать должны. Здесь у меня 12 желтков. Ни в коем случае заранее желтки не засыпаем сахаром, иначе они покроются такой пленочкой и уже невозможно будет их никак расшевелить. Весь оставшийся сахар я сейчас порциями добавляю в желтки, и желтки я взбиваю примерно 4 минуты. То есть тоже все это недолго длится, весь этот процесс. Вот такая пышная масса у меня должна получиться в итоге. Здесь у меня на стеночках немножко видно были такие желтые пятнышки от желтков. И я их сразу же убираю лопаткой, иначе потом они могут попасть в бисквит и будет очень некрасиво смотреться в тесте. Сейчас всю белковую массу я очень аккуратно и бережно круговыми движениями ввожу в желтки. То есть вот так вот примерно по 2 силиконовые лопатки я туда вкладываю в эту массу и вот так аккуратно перемешиваю, чтобы не осадить белки. Всю эту массу я вот так аккуратно, бережно очень перемешиваю. Ничего с ними не случится, даже если вы подольше будете мешать. Кто-то мешает все это при помощи просто большого венчика. Это как вам удобно. Вот таким образом я перемешала все белки. Возможно, они у вас не сразу даже под конец размешаются, они у вас размешаются вместе с мукой. Сейчас я просеиваю туда бережно тоже порциями, примерно в 5 приемов, 360 грамм муки. Обязательно муку просеиваем. И также лопаткой очень бережно, круговыми движениями я все это вмешиваю. Духовка у меня уже заранее обязательно разогрета на 175 градусов Цельсия, то есть выпекаем всегда только в заранее разогретой духовке. Вот такая пышная бисквитная масса у меня получилась. Форма у меня здесь без дна. Это обычное кондитерское кольцо, которое я застелила обычной фольгой. 26 сантиметров в диаметре. Выкладываю туда сейчас все тесто аккуратно. Форма у меня высокая, 8,5 сантиметров в высоту. Если у вас обычная форма с дном, она ниже, тогда вам потребуется 10 яиц на этот диаметр. То есть все пропорции на более низкую форму нужно брать из расчета порции на 10 яиц и, соответственно, других ингредиентов тоже. И, как вы заметили, бока формы я ничем не застилаю, чтобы бисквит хорошо поднимался. Выпекаю на среднем уровне в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Духовку ни в коем случае во время выпечки не открываем. Этот бисквит у меня выпекался примерно 60 минут. Может быть, чуть больше, чуть меньше в вашей духовке это потребуется. Это все очень-очень индивидуально. Бисквит у меня испекся. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она должна выходить очень сухая и чистая оттуда. И вот теперь смотрите, еще в очень горячем виде я его сразу переворачиваю на решетку
И даю ему сейчас полностью остыть вот в таком виде до комнатной температуры. Это будет первый наш шаг. Сейчас работа с ним после выпекания. Как только он у меня полностью, действительно полностью остыл не до теплого состояния, а именно до комнатной температуры, я уберу его сейчас на стабилизацию в холодильник. Вот здесь я вам сейчас показываю его диаметр уже после выпечки. Линейкой меряю специально для вас 26 сантиметров в диаметре он. Убираю его сейчас просто в пищевом пакете часов на 6, можно на ночь в холодильник. Классический бисквит, тем более такой огромный. Вот так я делаю для того, чтобы он потом идеально у меня нарезался. Убирала я его сейчас в холодильник. Примерно 6 часов он у меня простоял. Достаю его из пакета. Вы также на данном этапе можете его и пищевой пленкой обмотать. Извлекаю теперь его из формы. И в принципе, если вы его не хотите замораживать, то есть хранить очень долго, вы можете его сразу использовать для работы в торт. Уже после его времени отдыха в холодильнике можно смело его использовать в торте. Но я, как обещала вам в начале видео, буду показывать сегодня полностью весь процесс с его замораживанием, потом с его разморозкой этого бисквита, и покажу, как я все это делаю именно с классическим бисквитом. Сейчас я сразу нарезаю его на коржи. Для чего я это делаю? Из многолетнего опыта я уже знаю, что именно классический бисквит таким образом более сохраняет именно ширину вот этих вот нарезанных уже коржей, потому что часто в холодильнике, особенно когда он очень долго будет храниться, как бы середина этого бисквита будет стягиваться. Вот этого, чтобы избежать, я сразу нарезаю его сейчас на коржи. Я всегда так делаю, и меня это очень устраивает. Нарежу я сейчас этот бисквит на 6 шикарных коржей. Я их буду замораживать. Покажу, как я сейчас замораживаю, потому что, допустим, даже обмотать пищевой пленкой этот классический бисквит на начальном этапе, в отличие от масляного, очень трудно, и я покажу, как я с этим справляюсь. Тоже работает это уже много лет у меня, и с вами поделюсь, я надеюсь, что это кому-то пригодится тоже. Шапочка у меня будет в следующем моем торте, бог даст, покажу вам, как я его буду собирать, этот торт. Она у меня будет дном в том торте, тоже шикарно она у меня там пригодится, поэтому я ее расцениваю как полноценный 6-й корж здесь. И сейчас я все эти коржи складываю в стопочку, они очень еще воздушные, очень еще мягкие, и завернуть их в пищевую пленку мне не удастся. Я их выкладываю просто вот на такую кондитерскую подложку и в пищевом пакете уберу сейчас примерно часа на 4 в холодильник, в морозилку. Температура в морозильной камере у меня выставлена на минус 20 градусов Цельсия, и заметьте, я дном вверх убираю все эти коржи, так они будут сохраннее. У меня прошло 4 с лишним часа. Они у меня вот так вот замерзли уже хорошо, они уже смерзлись. И теперь я спокойно могу их обернуть в пищевую пленку, не повредив при этом никакие окантовки у этих коржей, никакие боковины. То есть меня это очень устраивает. Я всегда так делаю, это работает превосходно. Я это знаю просто на моем многолетнем опыте. Ни в коем случае эти коржи не наберутся у меня никаких крупных кристаллов потом при заморозке. То есть все это работает отлично. Знаю именно на моем личном опыте. И смотрите теперь после первого предварительного периода подмораживания, как идеально я могу взять в руки все эти коржи, как идеально они держат форму. И сейчас я вот этот обернутый уже в пищевую пленку бисквит убираю также в пищевой пакет и уберу все это на неделю в морозилку, потому что свой торт я буду собирать через неделю теперь с ним. И время предварительной заморозки у меня 4 часа, может у вас больше, меньше потребуется, очень индивидуально зависит от вашей морозилки. Итак, у меня прошла неделя, я достаю бисквит из этого пакета, теперь из пищевой пленки. Смотрите, нет никакого ледяного нароста на нем, ничего. То есть все, если вы правильно делаете, у вас будет прекрасный бисквит. Конечно, он сейчас находится в каменном таком состоянии, но мне это и нужно. Ничего в нем не повредилось, ни бока, середина у него не сжата благодаря тому, что я его нарезала заранее. То есть это все работает. Знаю уже из своего многолетнего огромного опыта. 6 коржей, все прослеживаются. И вот сейчас в таком виде, без всякой пищевой пленки, я оставляю просто на столе его размораживаться. Размораживался он у меня примерно 4 часа. Коржи все воздушные, ароматные, все шикарные коржи. Вот так я всегда делаю. Может быть, это кому-то пригодится. Я никогда не простилаю их никакими пленками, никакой бумагой для выпечки. Если вы дадите им адекватное время на разморозку, они все потом прекрасно друг от друга отходят. Я надеюсь, что понятно, что когда они еще у вас не разморозились, ни в коем случае не нужно пытаться их отлепить друг от друга, эти коржи. Вы их сразу повредить
потому что коржи эти очень нежные. Масляные бисквиты без предварительной заморозки я сразу замораживаю, но сразу нужно учесть, чем дольше любой бисквит, какой бы то ни был, классический, масляный, молочный, девочка, коржи, чем дольше они у вас будут находиться в морозилке, тем менее ароматными они у вас будут становиться. Особенно это касается всех без исключения масляных коржей, особенно со сливочным маслом. Я их сразу сейчас переложила в той последовательности, в которой я буду собирать с ними торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.